Вау! Вот это арбузы у вас. Можно их пожмякать? Конечно. А вы в курсе, что вы нейросеть? Я Бэтмен вообще-то. Здравствуйте, а можно мне погладить вашу киску? Конечно. Да бляха-муха, покебол от Никона, в инструкции даже не написано, как его открыть. Я в Австрии, и если что, это самый дешевый аттракцион в Европе. Вот так смотришь на это все, и получается, что мы с вами кожаные мешки, и будущее наступило. Сейчас в сети хайпят вот такие вот видосики, и прикол здесь в том, то, что сделаны они всего одним промптом. Стой, что это у тебя? Телефон. А я думала, сова. Слышь, хорош катать, насыпь мне пожрать что-нибудь. На сегодня хватит с компом, наверное. Само видео, фоновый звук, голос, синхронизация речи с мимикой, эмоциями делается в одной нейросети. От вас не требуется ни знаний кодинга, программ монтажа и даже времени. Достаточно просто написать короткий текстовый промпт, типа «Пляж, солнце, море, песок, девушка на пляже снимает фотограф». Блин, мать, ну ты и бревно, ты позировать начнешь? Ну, может, сам покажешь, как надо? Давай, давай. Ох, ну что за кошечка? Ну, либо типичная фотосессия в душе. Так, а что с руками-то делать? А я откуда знаю? Я ж фотограф. Я только на кнопку жмакаю. Все это Veo 3. Здорово, YouTube Максим Густарев на связи, и сегодня я покажу вам, как пользоваться этой магией. Та-да! Veo 3 – это новая версия модели генерации видео от Google DeepMind. Она позволяет создавать реалистичные 8-секундные видеоролики с синхронизированным звуком, включая диалоги, звуковые эффекты и фоновую музыку. И все это в одном флаконе. Авада кедавра, не абракадабра. Карп, лосось, тунец. Появись же, наконец. И это реально новый уровень, новый опыт, намного более интереснее того, что мы видели с вами в Соре, в Клинге, в Runway, ну и других нейронках. Дело даже не только в качестве генерации, хотя то, что показали на самой презентации, позволяет уже сейчас интегрировать это в кинопроизводство. Да и я сгенерировал роличек, в котором главные герои более артистичны, чем актеры в российских сериалах с их актерской игрой. Она думает, что любит тебя. Да она не может любить меня. Люблю тебя! В первую очередь здесь дело в том, что создание контента наконец-то становится простым. Даже дуболом может написать промпт и получить готовое комплексное видео с реалистичными актерами, динамикой, голосом, липсинком и фоновой музыкой. О, вы же Наполеон. Если бы вы вернулись в 1812 год, что бы вы сказали Кутузову? Вы не поняли, я же торт. Итак, как этой нейронкой пользоваться? Ну, так как она на голову выше остальных нейронок на данный момент, цена у нее соответствующая. Из России есть два рабочих способа задействовать эту нейронку, расскажу оба. Вариант первый – для мазохистов. Вам всего лишь нужно оформить официальную подписку Google Ultra. А вот для этого вам нужен американский VPN, американский номер телефона, американский Gmail и какая-то зарубежная карта банковская, причем, возможно, даже не одна. Врубаем американский VPN, открываем Google и заводим новый Gmail аккаунт на Америку. Для регистрации нужно получить SMS. Я это делал через временный номер, стоило примерно $2,5. Получаем SMS, вводим, готово. Далее катим на сайт рабочего пространства Flow, логинимся через американский Gmail и клацаем оформить подписку. Подписка за $0 не дает вам доступа к Veo 3, поэтому листаем в самый низ и тыкаем на все тарифы. Нас интересует тариф за $250. С 50% скидкой на первые 3 месяца можно выхватить ее за 125. Но есть такая инфа, что не всегда скидка доступна. Если вы ее не видите, заведите новый Gmail аккаунт и попробуйте заново. Тыкаем оформить и начинаем играть в рулетку. А какую карту примет Google? Скажу сразу, я попробовал PayPal, и он не прошел. Нужен именно американский аккаунт. Далее в дело пошли карты. Я протыкал, ребят, 5 различных карт. Разных банков из разных стран, включая
Турцию. В итоге сработала грузинская карта. Не ожидал от нее такого. У меня подписка Ультра за $125 с лимитом в 12 500 кредитов. Каждое видео в VO3 сжирает аж 100 кредитов. А это значит, что стоимость генерации одного видео $1. Нехило вообще-то. А с учетом того, что вам нужен еще VPN, номер телефона, да еще и посредника найти, который имеет зарубежную карту и может оплатить эту нейронку, выйдет еще дороже. Поэтому я настоятельно рекомендую вам пользоваться вторым способом, более простым и без костылей. Делайте все через Syntax Bot. Просто открывайте Telegram, клацайте видео будущего, VO3. В настройках модели обязательно нужно указать третью версию, сохранить, прописываете промпт и готово. Самое обидное в Японии, что тут негде купить мой любимый тыквенный латте. Зараза! Из плюсов здесь вы платите только за сгенерированные видео. К примеру, если вам нужно сделать парочку видео, а не 100, такой способ будет намного удобнее и дешевле. Ссылка на сам бот вот здесь. Сканируйте прямо с телефона, перейдете на Telegram-аккаунт и получите даже бонусы. У тебя подписка на протезы от Sony или Canon? Ты шо, дурная? Я у святого Никона тяпнула. Я отрываюсь уже несколько дней и выработал некоторые паттерны написания промптов. Начнем с использования сильных сторон нейронки, а именно липсинг и дубляж. Допустим, я хочу повторить известные мемчики. Давайте возьмем мой любимый. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Сделаю скриншот, закидываю в чат GPT, получаю описание локации персонажа. Добавляю от себятины, типа, пусть у старушки на руках будет много-много часов. Прописываю прямую речь главных героев кириллицей, в двойных кавычках. И в самом конце обязательно добавляю, что все герои говорят на чистом русском языке, без акцентов и иностранных слов. Когда все это произошло? Минут 10, 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого утра. Забавно получилось. Ну или вот даже такие варианты. Примерно во сколько это произошло? Минут 10, 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого утра. Толик, блядь, это подъезд! Фамилия, имя, отчество. Зубенко Михаил Петрович. Шумиловский район. Вор в законе. Кличка Мафиозник. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь! Вспомнили эти мемчики? У меня аж олдскулы свело, когда их искал. Конечно, можно придумать и что-нибудь свое. К примеру, пускай на лавочке сидят две старушки и о чем-нибудь болтают. Нашего мужика губят бабы, водка и поножовщина. А еще дотка и бомбардира крокодыдла. Дам вам несколько советов по написанию промптов и генерации идей. Запомните, а то забудете. Легче всего работать с монологом, когда у вас один главный герой и одна речь. В этом случае будет намного меньше потенциальных глюков. А вот если бы ты снимал на Nikon, то помимо фотографирования мы бы с тобой занялись изучением меню камеры, а то в нем хрен разберешься. Потому что в некоторых случаях голоса могут меняться, и реплики миксоваться, не совсем хорошо получается. А правда, что от блендомета яйца становятся крепче? Да, но хороший удар с ноги все равно не держит. Ну а если надумаете все-таки озвучивать диалог, то более аккуратно формируйте прямую речь и разделяйте ее прямо на персонажей. Также к каждой прямой речи нужно привязать конкретного персонажа. Не используйте формулировки типа «сначала говорит первый, а потом говорит второй». Нет, лучше прописать «фотограф с камерой в руках говорит одно, тралала-тралала», а модель говорит свою реплику. Кем вы работаете? Я таролог, астролог, таргетолог, уролог и иногда анлифансаолог. Также бонусом могу порекомендовать использовать гендерное разделение. Если у вас в диалоге, к примеру, две девушки или два мужчины, то как раз прямая речь каждого может быть замиксована. Придумывайте идеи, где у вас прямая речь мужчины и женщины. Тогда нейронка их не спутает. О, тепленькая пошла. Кажется, где-то это уже было. Хотя бы не в шапке. Следующее. Во многих генерациях могут появляться вот такие артефакты в виде каких-то фантомных субтитров. Угадаешь, сколько у меня оленей? Обоих отдам тебе. 2. Ух, ты и шаман, однако.
Я прям прописывал без субтитров, но в любом случае иногда эти ошибки вылезают. Если вы знаете рабочий способ, как избавиться от этих навязчивых субтитров, обязательно пишите в комментарии. Следующее. При написании прямой речи старайтесь не интегрировать в предложение лишние символы. 3 восклицательных знака, 3 вопроса, троеточие. Это будет лишним. У вас в арсенале должны быть восклицательный знак, вопросительный знак, запятая и точка. Этого достаточно. И еще ни в коем случае не ставьте тире. В отличие от дефиса, VO3 почему-то тире озвучивает вот так. Вор в законе. Кличка Пряме мафиозник. Ну и вообще никакие специальные символы туда больше не засовывайте. Также есть вероятность словить ошибку поддержки русского языка. Типа VO3 на данный момент не поддерживает русский язык. Если вы увидите вот такое сообщение, просто переделывайте промпт. Чаще всего эта ошибка появляется при уравновешивании в промпте процентного соотношения кириллицы и латиницы. Навскидку кириллицы должно быть не больше 15-20% от общей массы промпта. Как вариант, можно просто расширить промпт деталями на латинице, и тогда ошибка исчезнет. В остальном написание промпта не составит никаких проблем. Типичный паттерн выглядит вот так. Для начала мы с вами описываем сеттинг. И описываем, конечно же, главных героев. Желательно подробно, одежда, типаж. Сюда же можно отнести действия. Далее мы отдельно прописываем прямую речь. Для каждого персонажа свой текст. И завершаем типичной плашкой с указанием произношения русского языка. Все. А вот если бы Саурон хранил кольцо в сейфе, то мне не пришлось бы чапать в Мордор. И касаемо Not Safe for Work контента. Я не буду сейчас на YouTube показывать те работы, которые у меня получилось сгенерировать. 3 дня и 3 ночи скакал Иван-Царевич. Пока я скакалку не отняла. Многими способами можно цензуру обойти. Конечно, она не такая откровенная, как в других нейронках типа Stable Diffusion, где вообще этого фильтра нет, но в любом случае генерации получаются более откровенными, чем, тот же самый Adobe, который просто через каждые 3 секунды тебе говорит: извини, ты что-то там нарушил. Все генерации, которые я делаю, включая Not Safe for Work, вы можете увидеть в моем телеграм-канале, вот здесь ссылка. А ваш батя в детстве катался на качелях? Нет, а что? А как он тогда сделал такое солнышко? VO3, ребят, это красота. Но, конечно, $250, кто этим будет вообще пользоваться? Для игр, для побаловаться, это, конечно, дико дорого. Но вообще для продакшена 250 даже долларов в месяц — это копейки, ребят. На днях только видел рекламу Japan Airlines, они как раз сделали рекламный ролик чисто на VO3. Я очень жду, когда в VO3, такая, кстати, возможность уже есть, но просто она не в паблике, возможность генерации image-to-video, либо какого-нибудь персонажа обучить лору и запустить генерации с хоть какой-то константностью. И что-то мне подсказывает, ждать особо-то и недолго. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ведь помимо тем о фотографии, здесь я делюсь еще и вот такими нейросетевыми штуками. Увидимся. Покедова.